Приветствую вас на своем канале о вязании крючком. Меня зовут Кристина. Сегодня мой новый видеоурок о том, как связать такую корзинку диагональным узором. Это мой самый любимый узор для корзин. Он плотный и очень хорошо держит стенки. Идеален для больших корзин. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Так вы вдохновите меня записывать новые видео. Нам понадобится полиэфирный шнур или хлопковый шнур 4 мм. Если вы хотите связать большую корзину, лучше использовать хлопковый шнур 5 мм. 4 мм можно использовать для небольших корзин, примерно как моя и немного больше. Я использую шнур плоского сечения для такого узора. Приступим к вязанию. Мы будем делать соединение хвостиком. Нам нужно оставить хвостик на размер вашего дна и для вашей корзины. Моя корзина небольшая, я оставлю где-то сантиметров 70. Делаем кольцо амигуруми. И в кольцо вяжем 5 столбиков без накида. Стягиваем кольцо хвостиком. И теперь будем делать соединение и таким образом образуем 6-ю петлю. Вытаскиваем из последней петли крючок и вытаскиваем рабочую нить. Вставляем крючок в эти петли. Подхватываем хвостик и полностью провязываем его. Далее вводим крючок сзади наперед, вот в первую нашу петлю, под косичку. Так. И выводим наш хвостик назад. Переворачиваем круг и вводим крючок под вот эту дужку и в середину косички. Подхватываем наш хвостик и полностью вытаскиваем его. Стягиваем кольцо. Будем вязать в раскол. Первая наша петля, куда мы будем вязать, это откуда вот хвостик, где вытянулся, туда мы будем провязывать нашу первую петлю. То есть вводим в серединку. У нашей первой нету сзади 2 столбиков, то есть он только вот здесь один. Мы сюда провязываем 2 столбика. Следующую петлю вводим вот в раскол. Сзади выходит между 2 столбиков. Достаточно туго. Вот. Также в одну петлю провязываем 2 столбика без накида.
В третью петлю также все 6 петель вяжем в раскол, чтобы крючок выходил сзади между двух столбиков. Сейчас будем провязывать нашу последнюю петлю. Провязываем 1 столбик и второй столбик вяжем не до конца, то есть нашу петлю мы вытянули. Теперь подхватываем хвостик и полностью выводим его из петли. Заводим нить в первую горизонтальную петлю, то есть вот у нас есть петля в наклоне, нам нужно ввести вот в эту под горизонтальную, сзади наперед. Так вот это выглядит. Ввели крючок, подхватили хвостик и выводим его назад. Переворачиваем наш круг. Далее вводим крючок под дужку и в середину косички. Вот они, столбики от косички и в середину. И протягиваем через это все наш хвостик. Затягиваем. Второй ряд готов. Третий ряд. Будем делать прибавки через одну. Вводим крючок вот где вышел наш хвостик, откуда вышел, сюда вводим крючок. Тут всегда помним, что у нас тут с этой стороны только один столбик, со второй пусто. В первую петлю мы будем делать прибавку. Вяжем столбиками без накида. Следующую петлю 1 столбик. Потом прибавка. Всегда выводим в раскол между столбиков. 2 столбика без накида в одну. И так вяжем до конца круга через одну. Прибавка одиночная, прибавка одиночная. Подходим к концу круга, последняя петля одиночная. И делаем соединение. Вытягиваем петлю, подхватываем хвостик и вытягиваем. Заводим крючок под первую горизонтальную, сзади наперед. Выводим нить назад, переворачиваем. Под дужку и в половину косички. И вытягиваем. Далее вяжем 4-й ряд. В первые 2 петли вяжем по одиночному столбику без накида, потом прибавка, потом снова 2 одиночных петли, прибавка, 2 одиночных, прибавка, и так до конца круга. Один. Две одиночных связали и прибавка. Две одиночных. И прибавка. Так вяжем до конца круга. Делаем такое же соединение
оно будет одинаковым из ряда в ряд. Пятый ряд. Вяжем в первый столбик, один столбик без накида, далее прибавка, потом 3 одиночных столбика без накида, прибавка, 3 одиночных столбика без накида, прибавка. И так по кругу. Я в описании распишу каждый последующий ряд, как вязать. Итак, для моей корзиночки мне достаточно будет 5 рядов. Вы провязываете столько, сколько вам нужно. В описании до 11 ряда я прописала, как делать прибавки. Соединение всегда остается тем же самым. Далее мы будем делать, уже поднимать стенки. Чтобы стенки начали подниматься, будем первый ряд вязать вот так. То есть мы вводим крючок в середину косички и за заднюю дужку. Вот так. Подхватываем нашу рабочую нить и провязываем обычный столбик без накида. И так вяжем по кругу в середину косички и под заднюю дужку. В конце круга делаем то же самое соединение, как и у донышка. Переходим к вязанию стенок. В нашу первую петлю мы провязываем 2 столбика без накида. Следующую петлю, наш столбик следующий, мы пропускаем, вяжем в 3-й столбик. В этот столбик мы провязываем 2 столбика без накида. Получается, что мы вяжем через 1 петлю. Вот снова пропускаем следующую петлю и потом вяжем 2 столбика в 1 петлю. Так вяжем до конца. Делаем соединение. Провязываем 2-й столбик. Провязываем не до конца, так же как у донышка. Петлю вытянули, подхватываем хвостик и полностью вытаскиваем его. Также под первую горизонтальную петлю завели крючок сзади наперед, вывели хвостик. И также за заднюю вот эту дужку и середину косички. Второй ряд. Ищем нашу последнюю пару, которую мы вязали. Вот она. Это откуда выходит хвостик. Вводим сюда крючок и вяжем сюда 2 столбика без накида. И смотрите, нам нужно вязать, вот приподнимаем ниточку, и тут внизу косичка, и заводим под косичку крючок. Провязали 1-й столбик и туда же 2-й. Далее следующая пара. Пропускаем этот столбик, вяжем в 3-й. Также вот я приподнимаю
и вот здесь вот под косичку предыдущего ряда. То есть мы вводим крючок и вытаскиваем оттуда нить. Вот следующая пара. Первую пропускаем, вяжем во вторую. Не забывайте вязать под косичку из предыдущего ряда. Так стенки будут держаться намного лучше. Так, вяжем до конца ряда. Делаем соединение. Одну петлю я провязала, вяжем вторую, не до конца, вытянули петлю, хвостик, в первую горизонтальную, подхватываем, соединение у нас всегда одинаковое. Последующие ряды вяжите все так же. То есть как определить, в какую косичку нам надо, в какую петлю, столбик, в какой нам нужно ввести нашу первую петлю. То есть вот видите, наш хвостик откуда вышел, вы смотрите, и вот в последнюю, во вторую петлю, где мы вот делали соединение, туда вводите крючок, провязываете 2 столбика. Потом один пропускаете 2, один пропускаете 2. И так из ряда в ряд на ту высоту, которая вам нужна. Увидимся в конце вязания. Вот такая корзиночка у меня получилась. Получилась она в высоту 10 сантиметров. И донышко почти 8. Сейчас покажу, как сделать обвязку вокруг корзины. Нам нужно, у меня тут уже осталось мало нити, я обрезать не буду. Чтобы узнать, сколько нам нужно на обвязку нашей корзинки, нужно отмотать 5 раз вокруг корзины наш шнур. Вот так вот делаем от начала. То есть получается это 1, 2, 3, 4, 5. Вы отрезаете лишнее, можно оставить запасом 5,5, допустим, или можете 6 даже оставить на всякий случай, если хотите, может быть, хвостик побольше спрятать. Приступим к обвязке. Вот она наша рабочая нить, которая осталась, и вот он хвостик. Вводим крючок, вот так вот это выглядит. Вытаскиваем, вводим под следующую петлю и провязываем соединительный столбик. Далее следующую косичку, под косичку и соединительный столбик. И так по всему кругу мы обвязываем соединительными столбиками. Вот почти до конца провязали, у нас остается одна свободная петля, и где мы начали наше вязание. В следующую косичку вводим крючок, подхватываем наш хвостик и полностью вытягиваем его. Теперь заводим крючок под вот нашу первую косичку, под 2 петли. Это все мы вяжем сейчас хвостиком. И теперь заводим крючок сзади и выводим его вот в последнюю нашу петлю. И провязываем снова наш хвостик.
Теперь последний вот наш хвостик и рабочую нить обрезаем и прячем между рядов. И наша корзинка готова. Спасибо за просмотр.